Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить натуральный вкусный йогурт в домашних условиях. Нам понадобится всего одна небольшая баночка йогурта из магазина, чтобы приготовить больше 1 килограмма домашнего йогурта. А также мы еще получим сыворотку, из которой получаются вкуснейшие оладьи, блины или домашний хлеб на закваске и многое другое. Все ингредиенты, как всегда, на экране и в описании, и давайте готовить. Для приготовления йогурта нам понадобится одна небольшая баночка йогурта из магазина. Йогурт должен быть обязательно натуральный, без красителей, без добавок и с живыми культурами. Также нам понадобится емкость для приготовления йогурта и само молоко. Здесь у меня почти 2 литра молока. Молоко тоже должно быть натуральное. У меня молоко органическое, цельное, пастеризованное и с максимальной жирностью. Этот йогурт можно также приготовить и в обычной кастрюле, но я буду использовать свою кастрюлю. Это у меня и мультиварка, и скороварка, и йогуртница одновременно. Все готовится в одной кастрюле. Вливаю все свое молоко в кастрюлю. Здесь у меня практически 2 литра. И также я добавлю немного ванили в порошке. Ваниль это, пожалуй, единственное, что не мешает йогурту приготовиться. Немножко всыпаю на глаз по вкусу, примерно пол чайной ложки. Немного перемешиваем и ставим на нагрев наше молоко. Молоко должно догреться до 90 градусов по Цельсию или 195 по Фаренгейту. Нам нужно нагреть молоко до этой температуры и продержать на этой температуре еще минут 10. Для приготовления йогурта термометр просто необходим. Сейчас у меня молоко нагрелось, я проверяю свои температуры, и молоко достигло нужных мне температур. На этой температуре я подержала 10 минут, теперь я приоткрываю крышку и даю молоку охладиться до 43-46 градусов по Цельсию или 110-115 по Фаренгейту. Занимает это обычно 2-3 часа, я оставляю вот так в кастрюле, и оно спокойно, тихонечко остывает. Молоко у меня уже постояло и немного остыло, и я снова проверяю температуру и смотрю, достигло ли молоко нужных мне температур. Еще раз нужные температуры сейчас на экране. Если йогурт добавить в слишком горячее молоко, то культуры все живые в йогурте, они погибнут, и йогурт не получится. Мое молоко как раз идеально сейчас подходит для введения йогурта. Открываю йогурт, и он у меня здесь очень сильно густой. Если его просто положить сейчас в молоко, то там будут плавать комочки. Поэтому, чтобы такого не было, я добавляю молоко в небольшом количестве 2, 3, 4 ложки в йогурт и перемешиваю йогурт в этой чашечке и довожу его до нужной мне консистенции так, чтобы йогурт немножко лился, чтобы не было комочков и чтобы вся консистенция стала более жидкая. Вот такой в итоге йогурт получается по своей консистенции, и теперь мы его вводим в молоко. Добавляю его потихонечку молоко и снова все хорошенечко перемешиваем, так чтобы не было комочков или сгустков в молоке. Ну и это практически все. На данном этапе закрываю я это крышкой и оставляем снова при теплых температурах. Теперь нам нужно подержать эту йогурто-молочную смесь в тепле 8-12 часов при температуре 40-46 градусов по Цельсию или 104-115 по Фаренгейту. Я это буду делать в кастрюле, у меня эта кастрюля поддерживает постоянную температуру, и оставляю йогурт на 8 часов. Через 8 часов йогурт у меня выглядит вот таким образом, он уже солидировался и выглядит как большой сгусток. На данном этапе йогурт еще очень теплый и мягкий, мы даем ему остыть, и тогда йогурт станет более густой и с ним будет проще работать. Убираю кастрюлю в холодильник до утра. Утром мой йогурт из холодильника выглядит вот таким образом, достаточно плотный сгусток, сейчас я его пошевелю лопаткой и покажу вам, насколько он плотный. Как только йогурт остыл, его становится больше, он занимает практически всю кастрюлю до самого донышка, то есть там очень мало на данный момент сыворотки. Но несмотря на то, что сыворотки в принципе там выделилось мало, я все равно хочу сцедить йогурт. Чем дольше вы его будете сцеживать, тем гуще йогурт будет становиться. Здесь я подготовила кастрюлю, туда я положила внутрь еще дуршлаг, и сверху я закрыла дуршлаг специальным мешочком для сцеживания йогурта. Это очень удобно. Йогурт я завязываю, сверху накрываю крышкой и ставлю снова в холодильник. Как я уже сказала, чем дольше стоит, тем гуще будет йогурт. Я обычно держу около 8 часов в холодильнике. 8 часов у меня уже прошло, йогурт постоял и стал намного гуще. Теперь можно переложить йогурт в отдельную емкость и добавить сахар по вкусу. Если вы хотите, можно добавить именно конкретно сахар, но я же люблю добавлять сахарную пудру, потому что ее легче вмешать в готовый йогурт. Даже если вы не будете добавлять сахар, по йогурту все равно хорошо пройтись венчиком, чтобы у йогурта получилась однородная приятная консистенция.
Вот такой йогурт получается, и все, он готов к холодильнику, к хранению. Получилось достаточно много. Сейчас вы на весах видите 2 килограмма 370 грамм, из них 1 килограмм весит сама чашка. То есть получилось килограмм 370 йогурта. И здесь же также у меня осталась сыворотка. Сыворотки получилось около 500 миллилитров. Сыворотка от йогурта имеет очень приятный сладковатый привкус, очень хорошая такая жидкость, достаточно густая, и на ней прекрасно получаются оладушки, блинчики очень вкусные, и также я на ней пеку еще прекрасный хлеб на закваске. Получается очень вкусно, очень ароматно, попробуйте. Этот йогурт можно также приготовить из более обезжиренного молока с 2% жирностью или с 1% жирностью, но в этом случае йогурта получится меньше и йогурт получится более жидкий. Ну и основная красота этого метода – это то, что йогурт получается по вкусу и по консистенции один в один таким же, как был йогурт из магазина. То есть такой йогурт, который вы положите внутрь в молоко, такой консистенции и вкуса у вас йогурт и получится. И как обычно, если у вас остались вопросы, на все вопросы я отвечаю в комментариях.